Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Шевелев Сергей, и мы продолжаем серию «Азбука чая», где мы рассказываем о самых азах хорошего чая, о том, как заваривать чай, его истории, сортах, как выбрать и многом другом. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодняшняя тема – это мифы о вреде чая. Тут я смело могу сказать мифы, потому что, забегая вперед, сразу скажу, я сторонник доказательной науки, и ни одного серьезного исследования, доказывающего какой-либо серьезный вред чая, научного нет. Но, тем не менее, муссируется огромное количество мифов так называемых британских ученых или каких-то там исследований ненаучных, не опробированных о каких-то там отдельных аспектах якобы вреда чая. И сегодня мы подробно все их разберем. На самом деле, откуда вообще эти мифы берутся? Естественно, чай, как любое сложное соединение, более 300 разных соединений в чае, не все из них до конца еще исследованы, но надо сказать, что самое главное, каким образом исследован чай, это, естественно, непосредственным опытом эмпирическим, когда напиток, который известен уже несколько тысячелетий, пьется много-много лет миллионами людей, сейчас можно уже сказать смело миллиардами людей, никаких доказательств его вреда, по сути, мы не видим. Но, тем не менее, мифы есть, и поэтому сейчас я о них расскажу подробнее. Миф номер один. Якобы чай может вызвать чуть ли там не рак пищевода или очень вреден для язвенников, у кого там гастриты и так далее. Надо сказать, что людей, у кого в принципе плохо с желудком и есть серьезные проблемы с пищеварением, в целом многие вообще другие продукты тоже нежелательны к употреблению. И есть вообще отдельные диеты, поэтому, конечно же, когда есть серьезные проблемы со здоровьем, нужно прежде всего всегда обращаться к врачу. И не только чай является здесь важным продуктом, который нужно контролировать. Безусловно, активный чай, прежде всего зеленый, может быть шен-пуэр, он раздражает немного слизистую, но тут есть один очень простое правило. Никогда не нужно есть на очень голодный желудок и никогда не нужно пить слишком крепкий чай. И, естественно, всегда нужно следить за тем, как чай влияет именно на вас, какое у вас он вызывает состояние. То есть дозировку нужно, конечно, нормировать. При ненормированном употреблении любой напиток, и даже не только чай, можно, в общем-то, и водой себе навредить, если употреблять это неразумно. Про рак пищевода. Якобы чай может вызвать рак пищевода. То же самое, кстати, рассказывали и о мате, аргентинском, парагвайском. Якобы мате там вызывает рак. Все это очень быстро было опровергнуто, и все вот эти люди, у которых были найдены серьезные такие проблемы со здоровьем, они пили очень горячий чай, то есть просто раскаленный напиток. Они постоянно подвергали свою гортань воздействию очень горячего кипятка. Таким образом, они просто себе обжигали его очень длительное время, и это вызвало заболевание. Но не сам напиток, то есть они могли таким же успехом пить и просто воду, и тоже также себе испортить здоровье. Якобы чай может содержать тяжелые металлы, какие-то еще другие примеси и так далее. Да, действительно, чай, особенно чай, который выращен безответственными производителями, с нарушением норм, может содержать любые примеси, и это может быть, опять-таки, любой продукт питания. Вот, вы можете просто жить в плохой экологической среде, но это не касается именно самого растения, именно самого напитка. То есть очень важно, если вы покупаете какой-то чай в непроверенном месте, масс-маркеты, не имеющие каких-то подтверждений о его чистоте, то, конечно, там может быть все что угодно. Но когда чай проверен, я, например, работаю напрямую с производителем, знаю, что он делает и как. И таким образом мы можем обезопасить себя от именно вот этого фактора. Чай действительно очень хорошо впитывает самые разные соединения, поэтому сейчас, конечно же, в целом в мире идет тенденция на органическое земледелие, на ответственное земледелие, когда, во-первых, даже если используются какие-либо удобрения, то строго в нормах, и к тому же со временем эти удобрения начинают тоже совершенствоваться. Сейчас огромное количество органических удобрений, которые абсолютно безвредны для здоровья. То же самое, как и мифология о якобы супергрязном Китае, где прям все супергрязное. Надо понимать, что очень большая разница между аграрными районами Китая и промышленными. Они расположены друг от друга на 1000 километров расстояний. И очень часто, когда ты приезжаешь даже вот в эти горы, где-нибудь там в Юнане, в провинции Сычуань или еще куда-то, ты видишь эту красоту и не веришь, что это вообще в Китае, вот том самом, который якобы такой грязный и страшный. Вот. То же самое, кстати, касается и других тоже стран. То есть очень часто регионы, где выращивается чай органический, они действительно чистые и за этим следят, потому что это все сертифицируется, проверяется и независимыми организациями, которые, как правило, даже не китайские, не индийские, это больше всего Европа, Америка, Япония, которые как раз очень сильно заботятся о чистоте продукта. Миф номер 4.
якобы чай может стать причиной очень сильной бессонницы. Опять-таки к вопросу о содержащемся в чае кофеине и о ненормированном потреблении. Когда если вы будете пить перед сном чефирь, или там будете пить по 5 литров очень крепкого чая во второй половине дня, и если опять-таки у вас есть еще к этому склонность вашего организма, то, конечно же, можно таким образом вызвать себе бессонницу. Но говорить о вреде самого продукта в данном случае тоже не приходится. Точно так же можно говорить, что нож — это очень опасно, и вообще не нужно запретить его в продаже, хотя им можно и порезать, им можно что-то еще сделать. Поэтому тут тоже важно самому контролировать потребление и не злоупотреблять. Миф номер 6 – это якобы чай вымывает какие-то полезные микроэлементы из организма, будь то кальций, железо, там еще что-то. Вот, и якобы это прям в таких масштабах происходит, что это очень опасно. Надо сказать, что любой продукт питания, которым вы питаетесь, он включается в пищевую цепочку, как-то переваривается организмом, что-то он отдает, что-то он забирает, и таким образом у вас происходит некий обмен веществ, некий метаболизм. Вот. Ни одной научной работы, доказывающей этого предположения, этого мифа абсолютно нет в природе. Это вброс, который не имеет абсолютно никаких оснований. Ну и самый смешной миф — это миф номер 7. Якобы чай вызывает некое там сильное привыкание, наркотическую зависимость. Так, надо срочно чай попить сейчас. Тоже просто не могу. На самом деле, конечно же, это тоже не так. Любой продукт точно так же можно сказать, что вы там зависимы от еды или от воздуха. То есть нету никаких доказательных работ научных, которые бы это подтверждали. Естественно, тоже на эту тему не было никаких исследований о том, что была какая-то ломка или абстинентный синдром, после человек просто не попил какое-то время чай. Естественно, он вызывает, может быть, физиологическое, даже скорее психологическое привыкание небольшое, когда ты просто, тебе приятно пить чай, ты чувствуешь бодрость, и, собственно, потом тебе хочется снова побыть в таком же бодром состоянии. Но я вот тоже пью чая очень много и много лет, и у меня бывают периоды, когда я там несколько дней могу чай вообще не пить, там, или пить очень мало. И я не замечал какие-то очень резкие перепады состояния. То есть в целом это состояние отсутствия чаепития или присутствия даже людей, кто его реально много пьет, оно не вызывает очень резких проблем с каким-то зависимостью и так далее. То есть это тоже абсолютно недоказанный факт. Это просто приятная зависимость, которая не несет никакого вреда организму, и эта зависимость, она легко отменяется и обходится, если у тебя, например, нет рядом чая. С мифами немного разобрались, но надо сказать, что есть, конечно, огромная польза чая. Как раз эта информация гораздо более распространена, и на эту тему есть сотни тысяч исследований научных, причем эти научные исследования проводились не только на деньги чайных компаний, как и многие там могут говорить, что вот там исследуют алкогольные компании, табак, табачные и так далее. Все-таки, слава богу, есть независимые институты, есть страны, которые не являются производителями чая, и есть независимые исследования в мире. И именно касательно чая этих исследований огромнейшее количество. Но даже на самом деле не надо быть ученым или исследователем, чтобы замечать позитивное воздействие чая. Есть несколько моментов, когда вы точно абсолютно видите это воздействие на себе и очень быстро. Я на них сейчас остановлюсь. Первое. Даже в Китае часто очень говорили, там, чайка прогоняет черепаху. Это говорили про чай пуэр очень часто, то есть запоры, какое-то несварение. Вот, чай на самом деле нормализует пищеварение, и разные чаи по-разному воздействуют, но так или иначе ферментированные чаи, особенно темные, они хорошо стимулируют пищеварение, и перистальтику это хорошо на них влияет. Главное тоже опять-таки не злоупотреблять. Второй момент, естественно, чай — это естественный такой природный энергетик, то есть он поднимает тонус, бодрит, вы можете быть более трудоспособными, и в отличие от кофе, воздействие на сердечную мышцу, оно более мягкое, более плавное, и само действие чая, оно более длительное. Поэтому вы долгое время пребываете в таком приятном тонусе и можете работать, там, заниматься чем-то, то есть чувствовать себя очень позитивно и на такой приподнятом настроении. Кроме того, чай — это природный, естественный источник антиоксидантов, витаминов, огромное количество микроэлементов, которые улучшают состояние кожи, состояние волос. В целом общее такое очищающее воздействие на организм, противомикробное действие, противовоспалительное. Очень многие чаи используются как компоненты из чая, используются в лекарствах даже и в лекарственных препаратах. И сами тоже используются как в традиционной, так и в современной медицине, и это используется по всему миру. Вот более подробно я, конечно, не буду рассказывать все нюансы, но это абсолютно известный и доказанный факт.
Еще я немного добавлю про пищеварение. Известно, что, например, горные народы, кочевые народы, у кого в рационе очень много мяса, жирной пищи, тоже очень много пьют крепкого чая, и он помогает усваивать жирную такую пищу. То есть это естественный источник витаминов и легко расщепляет жир. Соответственно, тоже при разумном потреблении, при включении в диеты он еще помогает, в общем-то, похудению. Хотя, конечно, ни в коем случае не стоит называть чай таблеткой от похудения, это не лекарство в таком вот именно по формате, но если вы при этом ведете образ жизни и включаете чай в свой рацион, то чай вполне может стимулировать, скажем так, общее оздоровление организма. Кроме того, есть такое вещество, которое содержится в чае, теобрамин, который стимулирует работу почек, мочевыводящей системы, и таким образом, например, в том же Китае гораздо меньшей степени наблюдаются заболевания почек, будь то камни и прочие заболевания. То есть чай благотворно влияет и на почки тоже. В целом же чай обладает общеукрепляющим свойством, то есть повышает иммунитет, благотворно влияет на центральную нервную систему, то есть нормализуя ее, не находясь, можно, конечно, опять-таки злоупотребляя чаем, получить очень сильное возбуждение, но при нормированном потреблении это скорее нормализация состояния. Ну и в завершение, конечно же, стоит вернуться ко всем фактам, которые я произнес. Если у вас есть действительно серьезные проблемы со здоровьем, кроме того, состояние беременности, лактации, конечно же, всегда следует консультироваться с врачом насчет своей диеты. Хоть я, опять-таки, не врач, и чай не является лекарственным препаратом, это, по сути, напиток, и вы должны, естественно, всегда прислушиваться к состоянию своего организма, знать о своем здоровье и таким образом нормировать свое потребление. Считается, что даже при беременности некоторое количество чая очень, например, такой разбавленный, не крепкий, естественно, на сытый желудок, естественно, в небольшом количестве, может быть, кружка или 2 кружки в день можно пить, но опять-таки из-за индивидуальной непереносимости или каких-то индивидуальных особенностей всегда могут быть какие-либо ограничения, то есть нету универсальных правил. То же самое касается и язвы желудка. Я, например, знаю много тоже людей, опять-таки наших клиентов и знакомых, у кого даже была язва, и по идее при язве считается, что какие-то сорта чая нельзя, там, или крепкий чай нельзя. Но мне при этом вот эти люди, у кого эти проблемы реально были, говорили, что в каких-то случаях, наоборот, им чай даже помогал и нормализовал состояние, то есть в комплексе с диетой, с другими продуктами чай был хорошим помощником. Однако, если у вас серьезных проблем со здоровьем нет, то чай – это отличное сопровождение вашего дня. Я могу дать небольшие рекомендации по употреблению. Я, например, сам чаще всего пью чай больше в первой половине дня. И если я пью чай вечером, то всегда тоже на сытый желудок. Не раньше, не позже, чем за 4 часа до сна, чтобы сон был нормированный и спокойный. Всегда как бы стараюсь следить за нормой, то есть даже когда вот я, например, провожу дегустации по работе, это, конечно, ни в коем случае не связано с таким нормированным потреблением. Я, бывает, пью очень много чая, но тогда я потом делаю перерыв, может быть, день-два чая не пью вообще. Вот. Но при каждодневном потреблении чая, если это от литра до 2-3 литров в день, не слишком сильно заваренный чай, это нормально. Хотя при этом я знаю некоторых тибетцев, там, которые встречался в Юнане, в Сычуань, которые пьют там около 7-8 литров очень крепко заваренного чая и живут много лет и тоже себя чувствуют хорошо. Поэтому я говорю, все индивидуально. Главное найти свою собственную норму, свой собственный чай и получать от него приятные эмоции. На этом я с вами прощаюсь. Всем приятных чаепитий. До новых встреч.